Глава 16. Не все то золото у гопников средневековья, что блестит. Нас сейчас просто сомнут. С отчаянием в голосе воскликнул маг из нашего отряда, запустив пару разрядов в ворота цитадели. Но ворота даже и не шелохнулись, поглотив всю магию. Маг, который, кажется, не сильно и рассчитывал на какой-то результат, а просто хотел что-то сделать, безнадежно махнул рукой. «Чертов раствор Эскобара!» – расстроенно прошептал он. Я догадался, зачем маг, поняв, что мы не сможем закрыть ворота, хотел их сломать. Пока часть отступающих стражников будет сдерживать нападавших, другая часть быстро оттащит мешавшие ходу ворот тела в сторону. Закрыв ворота, стражники засядут в цитадели замка вместе с нами, потому что от несущихся в нашу сторону стражников некуда было бежать, как только в ту же сторону, что и они, то есть в цитадель замка, и прятаться там. Сломать массивные ворота замковой цитадели, окованные железом, у налетчиков не выйдет. Тарана-то у них нет, а магия бессильна. Как только ворота будут закрыты, укрывшиеся в цитадели замка стражники, естественно, будут искать забежавших туда налетчиков. То есть наш отряд рано или поздно найдут и воспользуются численным преимуществом. Значит, если мы не смогли закрыть перед стражниками ворота, то нельзя допустить, чтобы они закрыли ворота перед налетчиками. Эта мысль молнией пронеслась у меня в голове. Рывок со щитом. Пронесся мимо первого подбегающего к нам стражника. Тот от неожиданности остановился как вкопанный, в недоумении. Врезаюсь в ворота, там, где они крепились к стенам. Нижняя часть креплений, кусок стены и ворот. Все это вылетело. Створка ворот накренилась и повисла на верхних креплениях. Наш командир, видя, что стоять на пути бегущей толпы стражников уже не имеет смысла, не тратя времени на расспросы, тем более несколько стражников были уже совсем рядом, скомандовал следовать за ним. Наш отряд с двумя выжившими со второго отряда побежали за ним. Вбежали в цитадель, дальше на лестницу, ведущую вверх на второй этаж. Позади нас раздавался топот бегущих за нами стражников. Вбежав на второй этаж, побежали дальше по коридору, до первой двери. Толкнув ее, она оказалась открытой, ввалились в какую-то комнату. Заперли дверь с внутренней стороны как раз вовремя. Дверь начала сотрясаться от ударов, наносимых по ней. «Дверь хорошая, долго выбивать придется», – произнес один из выживших второго диверсионного отряда. «Если только мага нет», – ответил маг с нашего отряда. «Один точно есть, тот, который забежал обратно в башню, так что нужно быть готовыми», – подвел итог десятник. Молча подхожу к двери. Навык «Заморозка». Понемногу начинают появляться кристаллики льда. Со временем их становится все больше и больше. И менее чем через полминуты направляю скопившийся заряд на дверь. Дверь и часть стены покрываются толстым слоем льда. Судя по лицу мага, у него ко мне появился ряд вопросов. Но все его внимание сместилось на шум, раздаваемый с улицы. Маг, подойдя к окну, высунул голову. Его примеру последовал десятник и я. Перед нами предстала картина. Защитники замка, сгрудившись возле неисправных ворот цитадели, защищались от наседавших налетчиков, не допуская прорыва внутрь. Несмотря на поломку ворот, все же это было удобным местом для обороны. В проеме стражники удачно сдерживали атакующих. Со стороны нападавших кто-то что-то проорал. Налетчики перестали наседать на стражников и отошли. Вперед вышло 2 человека, скорее всего маги, и несколько лучников. Маги стали запускать свои разряды, а лучники стрелять по сгрудившимся защитникам замка. Через какое-то время в проеме было месиво из разорванных и торчащих в них стрел тел. Оставшиеся стражники в беспорядке побежали внутрь цитадели, налетчики за ними, догонять и резать. Сражение перешло в бойню. Что же касается нашей забаррикадированной двери в комнату, по ней ударили еще несколько раз, скорее всего топором, и потом бросили. Потому что у пытавшихся к нам вломиться стражников, как только пала их последняя линия обороны и напавшие на замок стали проникать в цитадель, появились более насущные дела, а именно спасаться. Мы прислушивались к раздающимся звукам с коридора. Сначала был слышен лязг оружия и крики, потом все стихло. Пора было выбираться, но как? Дверь была вся во льду. Так и не дождавшись вражеских магов, мы очень надежно замуровали себя сами. Но если быть точным, я всех замуровал.
Присутствующие в комнате посмотрели на меня. Мечом ударил по ледяной двери, и от нее отлетел кусок льда. Вновь ударил. Откололся примерно такой же кусок. Еще удар и прекратил. Стало ясно, что таким образом дверь буду ковырять всю ночь. Единственным вариантом было вынести дверь навыком рывок со щитом, но им еще нельзя было воспользоваться. Ничего больше не придумал и пожал плечами. Затем по двери начали колотить уже все, но тоже без какого-либо существенного успеха. Все, включая и меня, посмотрели на мага. Что он в нее только не кидал. Маг, скорее всего, был опытный. Столько разновидностей магических разрядов я еще не видел. Лед треснул. Маг в изнеможении сполз на пол, а мы застучали по треснувшему льду своим оружием. Дверь была свободна. Наш десятник осторожно выглянул за дверь. Потом, что-то рассмотрев, сказал, что наша взяла, и отдал свой последний приказ. Тащить все добро, которое попадется им на глаза, во двор замка, к лошадям, которых должны уже были привести люди, оставшиеся охранять их в лесу. Этот приказ не пришлось повторять дважды. Все разбрелись по сторонам, искать более-менее ценные вещи. Чтобы не отрываться от коллектива, я достал свой зачарованный компас. В пылу предыдущих событий уже и забыл, зачем я здесь. Все мысли были лишь о том, как бы выжить. Компас звал меня из комнаты. Ориентируясь по стрелке, дошел до места, где стрелка начала бешено крутиться по кругу. Значит, не здесь. Испытывая зачарованный искатель артефактов на самих артефактах, на молчаливом черепе гоблина и на чересчур многословной магичке, я выяснил, что если артефакт находится выше или ниже зачарованного на поиск артефактов компаса, то стрелка компаса начинает быстро крутиться вокруг своей оси. А если артефакт и компас находятся вплотную в одной плоскости, то стрелка, словно к магниту, прилипает к искомой вещи. При этом стрелка поисковика артефактов становится темно-синего цвета, и чем дальше поисковик от цели, тем цвет стрелки более бледный. Итак, стрелка крутилась и была синего цвета. Я был на втором этаже главной башни цитадели. Куда теперь? Наверх или вниз? Побежал на третий этаж. Поглощенный за движением стрелки, чуть не споткнулся от тела стражника. Тела защитников и нападавших валялись по всему коридору и в комнатах с выбитыми дверьми. Вышел на лестницу, ведущую на третий этаж, посторонившись, пропуская спускающихся людей, несущих различные вещи. Поднявшись на третий этаж, вновь нашел то место, на которое указывала стрелка компаса. Стрелка также крутилась на месте, и мне показалось, что цвет стрелки немного побледнел. Значит, вниз, а не наверх. Спускаясь на первый этаж башни, вновь ищу место, на которое указывает мой поисковик артефактов. Стрелка все так же крутится, но цвет стал более насыщенным. Значит, еще ниже. Нашел лестницу, ведущую вниз первого этажа главной башни. Спускаюсь по ней и выхожу к кладовой замка. Различного вида снеть в корзинах, мешках и ящиках, свисающие с потолка куски вяленого мяса и сушеной рыбы. Дальше, за еще одной дверью, бочки, скорее всего с вином. Неужели здесь? Нет, стрелка продолжала крутиться. Ее цвет стал практически темно-синим. Значит, еще ниже. Выхожу из кладовой. Двигаясь по коридорчику, натыкаюсь на винтовую лестницу. Спускаюсь по ней. Спустившись, выхожу в коридор. И по мне со всего размаха ударили топором. Целились в голову и попали по ней. Топор, ударившись по шлему, соскользнул по нему в бок. Удар был прицельный и сильный. Голова дернулась, шея жалобно взвыла. Показалось, что еще немного и моя голова оторвалась бы. Зачарованный поисковик артефактов падает из рук. Чисто на автомате хватаюсь за щит и прикрываюсь им. Жду еще ударов. Их нет. Прихожу в себя. Нащупав рукоять меча, вытаскиваю его. Выглядываю из-за щита. Никого. Рядом валяется топор и слышны отдаляющиеся звуки бегущих ног, эхом разносившиеся по каменному коридору. Закинув щит за спину, держа в руке меч, подбираю зачарованный компас и оглядываюсь по сторонам. В погоне за артефактом, весь поглощенный движением стрелки, совсем потерял бдительность, и мне чуть не проломили голову. Быстрый взгляд на зачарованный компас и иду по направлению, которое указала стрелка, нервно шаря глазами и прислушиваясь.
Проходя по коридору, мимо комнат различных по размеру, с более чем спартанской обстановкой и решетками вместо дверей, вдруг понял, что спустился в тюремный комплекс. Зачарованный компас призвал меня свернуть с главного хода в одно из этих помещений. Вошел в ту небольшую камеру, раздался писк и шорох, промелькнула серая спина крысы. Стрелка искателя артефактов налилась темно-синим цветом и встала как вкопанная, когда подошел к свисающим с потолка цепям. Искатель артефактов явственно указывал на чуть тронутую ржавчиной цепь, точнее даже не на нее, а на прикрепленные к цепям блестящим кандалам. Освободив мечом оковы от державших их цепей, начал водить их вокруг зачарованного искателя артефактов. Стрелка компаса хвостиком бегала в том направлении, куда перемещал кандалы. Без сомнений, это была та вещь, в поисках которой я отправился в замок, а именно божественный артефакт. Оставалось выйти из замка барона, сесть на коня и домой, в свой замок. С такими мыслями проделал обратный путь по тому же маршруту, по которому пришел сюда. Вышел на улицу, затем дальше во двор замка. Во дворе разожгли огромный костер, рядом с которым лежала куча всяких вещей, принесенных из замка. Часть налетчиков, добравшись до винных бочек хозяина замка, весело горланя и смеясь над чем-то, употребляли то самое вино. Кто-то уже валялся, не рассчитав своих сил в борьбе с хорошим выдержанным напитком. Другая, трезвая часть захватчиков складывали вещи из замка на коней. Главарь, человек со шрамом, внимательно следил за этим процессом. Направляясь к лошадям, глазами пытаясь найти своего коня, увидел причину смеха и оживленного интереса подвыпивших налетчиков. Точнее, две причины. Первая причина – это болтающиеся на веревках повешенные стражники. Налетчики, перекинув веревки через балку, ради развлечения начали вешать оставшихся в живых защитников замка. Весело смеясь, они тащили стражников на импровизированную виселицу и вешали их. Повешенные, дергавшиеся в предсмертной агонии, мочились в штаны, чем приводили присутствующих в бурное веселье. А если кто-то из них при этом обгаживался по-большому, то тогда подвыпивший народ просто рыдал и катался по земле от переполняющих их чувств. Другое незамысловатое развлечение сей достойной публики была женщина, которую насиловали рядом с той же виселицей. Человек со шрамом, предводитель налетчиков, увидел меня и махнул рукой, чтобы я подошел. «Как добыча, покроет все ваши издержки?» Поинтересовался у него, как только подошел к лидеру налетчиков, стоявшего в окружении нескольких людей, среди которых был и мой десятник по диверсионному отряду. «Более чем», – отозвался человек со шрамом, неотрывно наблюдая за погрузкой вещей из замка на коней. «Надо быстрее все погрузить и убираться отсюда, пока люди из поселка не собрались и не приехали сюда поинтересоваться, что здесь за шум был. Ночью звуки далеко разносятся», – продолжил он. «Ну так прикажите всем заниматься погрузкой, а то кто-то таскает, а кто-то развлекается», – кивнул я головой в сторону развлекающихся. «Некоторые из них, напившись, уже спят. Хорошо, если завтра утром проснутся. Что с ними делать будете?» – поинтересовался я у главаря налетчиков. «Ничего», – сплюнул тот. «Я им не мать родная, чтобы сопли подтирать. Кто с головой дружит, тот сейчас грузит поклажу вместе с моими людьми. А кто хочет пьянствовать и развлекаться в неподходящее время, пускай. Каждый делает свой выбор. Только вот если они не уберутся из замка до завтрашнего утра, я им не позавидую», – усмехнулся человек со шрамом. «Будут болтаться на веревке рядом с теми, кого сейчас вешают. Люди из поселка их утром еще тепленькими возьмут. Горе-пьяницы свои сонные слюнки не успеют утереть. Мне все равно, мне всякий сброд в отряде не нужен, а подходящим людям, с которыми я выберусь отсюда, сделаю предложение вступить в мой отряд на постоянной основе. Ну а ты нашел ту вещь, из-за которой ты здесь?» – спросил он, не отрывая своего цепкого взгляда от людей, грузивших поклажу на коней. «Ну да, нашел». «Что за вещь?» – поинтересовался человек со шрамом, переводя свой взгляд на меня. Его взгляд упал на кандалы, которые я держал в руке. «Что это?» – подозрительно спросил он. «Только не говори, что...» Он оборвался и замолчал,
Очевидно, что-то пришло ему в голову. Взяв у меня кандалы, подозвал рядом стоящего человека. Человек, скорее всего, маг, покрутив оковы, вынес свой вердикт. Сказал, что оковы не зачарованные и не покрыты антимагическим раствором. Если он когда-либо и был нанесен на оковы, то давно уже выветрился. В общем, кандалы как кандалы. Потеряв к ним какой-либо интерес, отдал их обратно человеку со шрамом. Главарь налетчиков, покрутив их в руках, вернул мне. «Зачем тебе эти железки?» «Долго объяснять, да и желания нет», — ответил я. Повисло неловкое молчание. Такое бывает, когда начинаешь сомневаться в адекватности собеседника. Сейчас моя адекватность явно была под сомнением. Неловкое молчание было прервано громким вскриком женщины. Если до этого она просто бессильно стонала, иногда падая в небытие, из которого ее выводили, окатывая водой из ведра и ударами, то что-то ей придало новые силы для этого крика. Этой силой оказался один из выживших стражников, которого тащили к балке с перекинутой на ней веревкой. «Вы обещали не трогать мою дочь, если я подниму решетки!» – кричал бедолага-стражник. Женщина билась в истерике и тянула руки к своему отцу. Толпа налетчиков, радуясь новому витку развития событий в своем развлечении, подтащила упирающегося стражника к виселице и повесила его, весело гагача. Женщина очередной раз упала в обморок, что никак не мешало очередному налетчику продолжать ее насиловать. Наверное, ему нравится, когда женщины в постели молчат. Повешенный стражник, подергавшись какое-то время, затих, обгадившись. Часть налетчиков радостно взвыла, другая часть проклинала стражника и его кишечник. Похоже, они еще и ставки делали, обгадится человек или нет. Несмотря на всю дикость происходящего, завороженно смотрел на все это. Человек, который предал своих друзей и соратников, открыв ворота неприятелю, в надежде спасти свою дочь, так никого и не сумел спасти. Повешенный вызывал неоднозначные чувства. Потом, словно опомнившись, «Отдай ее мне», указывая на женщину, сказал я предводителю налетчиков. «Зачем она тебе?» – изумился человек со шрамом. «Ты что, после них всех будешь ею пользоваться?» – брезгливо поморщился он. «Да нет, домой ее отвезу». «А, в благородство решил поиграть. Дело твое, я не против. Иди попробуй забрать у них их игрушку, а я на это посмотрю. Только предупреждаю, если под шлемом окажется смазливая личико, то как бы тебе не оказаться рядом с ней». Человек-шрам противно облизнулся. К главарю налетчиков подошел доселе молчавший командир, в отряде которого я захватывал ворота цитадели. Наш десятник немного отвел предводителя. Поговорив между собой, они вернулись. «Мой человек говорит, что при операции с захватом ворот ты проявил себя с лучшей стороны, что ты сломал ворота цитадели. Если бы их закрыли, мы бы до сих пор сидели возле них. Когда я увидел сломанную створку ворот, подумал, что маг в вашем отряде вынес ее. Еще тогда удивился. Неужели ворота не были обработаны раствором против магии? Как тебе это удалось?» Я промолчал. Еще и дверь в одной из комнат заморозил. «Ты что, маг? Тогда почему в железках? Они же сильно урезают силу ваших способностей». «Чертова магичка», — подумал я. Могла бы и просветить меня в эти магические детали, про взаимоотношения магов и носимой ими одежды. И еще с этим алхимическим раствором. Как его? Эскобар. Теперь стою тут и не знаю, что ответить. «Странный ты. Ну да ладно. Хорошо выполненную работу надо поощрять. Не только драгоценностями». Человек со шрамом мотнул головой в сторону оков, которые я держал в руке. «Но и прекрасной дамой». Человек-шрам, казалось, сейчас лопнет от смеха со своей шутки. Он подозвал к себе часть людей и двинулся к развлекающимся. Подойдя к ним, оттолкнул пристроившегося к женщине налетчика. Затем вырвал женщину из державших ее рук. «Все, веселье закончилось», – оскалился человек со шрамом. Толпа развлекающихся налетчиков, подогретая алкоголем, недоуменно зашумела и заворчала. Двинулась на своего предводителя. Человек-шрам выругался. Двое из пришедших с ним людей подняли руки. Над их головами начали формироваться капли, которые соединились в большую водную сферу. Маги направили ее в толпу. Сфера лопнула, облив налетчиков с ног до головы водой.
Мокрые налетчики ошарашенно смотрели друг на друга. «Веселье закончилось!» – проорал человек со шрамом. «Вы что тут, решили дождаться людей с поселка? А может и самого барона? Скоро начнет светать, и они отправятся посмотреть, что за шум был в доме их господина. Увидят повешенных стражников, своих же родственников и вас, идиотов, в обнимку с вином, валяющихся рядом. Все, хватит херней заниматься, я сказал. Приводите в чувство перепивших и заснувших, складывайте свои вещи на коней и убирайтесь от замка, и чем дальше, тем лучше». Мокрая толпа людей молча начала разбредаться по двору замка. Кто-то поднимал спящих, кто-то подошел к своим лошадям. «Ну а ты держи девку!» Предводитель налетчиков толкнул мне женщину. «Убери ее отсюда, чтобы она глаза здесь не мозолила». Сорвав с лежащего на земле тела плащ, накрыл им женщину и повел к своему коню. «Да, и еще!» – окликнул меня человек со шрамом. Я обернулся. «Может, еще увидимся, любитель архитектуры, возле какого-нибудь замка или городка. Там для тебя всегда найду пару оков и порченных девок». Он засмеялся. Шутить в ответ не было ни настроения, ни какого-либо желания. Хотелось просто уже закончить со всем этим. Махнув в ответ рукой, взяв коня за уздечку, вышел с женщиной за ворота замка. Мы уже почти вышли из замка барона, как наткнулись на фигуру человека, которая, прислонившись, стояла на выходе. Фигура часто прикладывалась к бурдюку, жадно и шумно глотая содержимое. Подойдя еще ближе, распознал в нем одного из двух людей, которые пригласили меня на жареную оленину и на познакомиться с их предводителем, там, в лесу. Если быть более точным, тот, которого лошадь за что-то легнула. Оторвавшись от питья, он достал мешочек и с блаженной улыбкой начал его теребить, пальцами ощупывать монетки, чувствуя, как монетки в мешочке трутся друг об друга, об сам мешочек, об его пальцы. Все это приводило его в безмятежное состояние. Он релаксировал. Затем его вырвало, частично на себя. После этого он вновь схватился за бурдюк, заполняя содержимым бурдюка освободившееся в желудке место. Проходя мимо него, почувствовал острый запах спиртного. Затем, выйдя за ворота, усадил женщину на коня, что получилось не сразу. Она ослабла физически и морально. И к тому же находилась в некой прострации и не совсем понимала, что от нее хотят. Пока усаживал ее на коня, с нее слетел плащ, что и привлекло внимание выпивающего и шуршащего монетками человека у ворот. «Повезло так повезло тебе. Хорошая добыча», – завистливо указывая на женщину, произнес он. «Ну да, наверное», – согласился я, усадив наконец женщину на коня. «У тебя и конь красивый. Мы когда лошадей сюда из леса пригнали, твоего коня не было, а теперь он-то тут. Волшебство». «Ну да, наверное». Напала какая-то апатия. Все ужасно надоело. Тут любителя поиграться с мешочком что-то осенило. Он хлопнул себя по лбу. «А, я вспомнил. Тебе нравится архитектура. Может, еще увидимся? Тут много всяких архитектур». И он по-идиотски громко расхохотался, и его опять вырвало. «Да что ж такое? Что за день? Мне прям везет на юмористов». Слезаю с лошади, подхожу к смеющемуся, вытаскиваю меч из ножен и медленно ввожу ему в грудь. Тот непонимающими глазами смотрит, как лезвие меча погружается ему в грудь и пытается что-то сказать, хватаясь за голое лезвие меча руками, из которых выпали и мешочек, и бурдюк. Но все бесполезно. Меч спокойно реже ладони и пальцы, проникает все глубже и глубже, а из его рта вырывается только какое-то бульканье и кровавая пена. «Ну да, наверное, еще увидимся», – заверил я умирающего, вытаскивая меч и подбирая выпавший из его рук прелесть – мешочек с деньгами. Начинало светать. До утра оставалось всего ничего, как мы добрались до поселка. Ворота все еще были закрыты. Немного не доезжая, спешились. Сунув в руки женщины тот самый мешочек, направил ее к воротам, а сам остался наблюдать. Караульные заметили ее довольно быстро. Что-то спросили. Женщина упала на землю. Похоже, все силы разом оставили ее. Послышались возгласы. Похоже, ее узнали. Открылась небольшая дверка, которая была в воротах поселка.
Осторожно озираясь по сторонам, из нее вышли 2 человека. Люди с луками прикрывали их сверху. Взяв женщину с собой, поспешно зашли обратно. Судя по всему, люди в поселке слышали звуки битвы, проходившей в замке. Поселок явно не спал. Если бы не ночь, они бы пошли проведать, что к чему. Но идти и оставлять ночью свои дома никто не будет. Ждут, когда рассвет, тогда и посмотрят, что там творится у их хозяина. И если налетчики не успеют оттуда выбраться, то тогда горе им. Поселок крупный, почти городок, и людей в нем много. И так как я тоже был замешан в этом деле, то недолго думая, пока еще была возможность, была еще ночь, применил возвращение в замок. Причем меня не покидало какое-то чувство, что я что-то забыл. В моем замке все без изменений. Мертвецы все так же несли свою бессменную вахту. Магичка все так же шпионила за мной. В кабинете с шаром горел свет. Вот же не спится человеку. В общем, дом. Милый дом. Зашел в кабинет. Дорот сидела в кресле и листала какую-то книгу. Она явно услышала мои шаги. Отключила сенсорный шар, схватила первую попавшуюся книжку и теперь с умным видом читает ее. Хорошо, хоть не вверх ногами, я про книжку. «Не спится?» – поинтересовался я. «От голода живот сводит, и сон не идет», – отозвалась молодая магичка. «А как же рыба?» «Надоела рыба. Рыба утром, рыба днем, рыба вечером. Мне от нее уже плохо». «Ну надо же», – удивился я. «Думал, что ты ее бесконечно есть можешь». «Где еда?» – оборвала меня голодная магичка. «Ах, вот что забыл. Купить еду. Ну, конечно же». Обстоятельства сложились так, что мне было не до покупок. К тому же на ночь есть вредно. «Какие обстоятельства? Грабеж местного барона?» «Если спросят в суде, ты ничего не видела». «А это еще что такое?» – подозрительно спросила Дорот, косясь на кандалы. «Это то, что я применю, когда ты выведешь меня из себя», – предупредил я магичку. «Сама скажи, что это», – протянул ей кандалы. Дорот с опаской взяла оковы, внимательно осматривая их. «Лучше бы еду привез», – через какое-то время произнесла она, положив кандалы на стол. «Ну так что?» – поинтересовался я. «Несъедобная гадость, ее нельзя есть», – ответила магичка. Похоже, все мысли у нее только о еде, и все разговоры переведутся только на эту тему. Все, я спать, ну или полежать пару часиков. Как рассветет, поставлю замок возле Канца. Поедем к Венцу в трактир «Пьяный кабан». Там и поедим, и закупимся необходимым. Ну все, спокойных снов, пожелал я магичке. «Сладких, вкусных снов», – ответили мне.